Мы решили рассказать и показать вам, какие новые продукты мы стали есть в Америке после того, как уехали из Крыма. Мы едем в азиатский магазин, так как большинство новинок в продуктах у нас именно из таких магазинов. Уже 10 лет, как мы стали вегетарианцами, и поэтому в азиатских магазинах для нас очень много интересной и подходящей еды, новых фруктов, овощей, зелени, грибов и так далее. Сейчас мы все расскажем и покажем. Стоянки перед всеми такими магазинами обычно довольно большие, и в любое время дня там много людей. Как правило, это китайцы, японцы, корейцы, индусы и так далее. Еще хочется сказать пару слов об атмосфере в магазине. Почти всегда играет какая-то национальная музыка или песня на каком-нибудь китайском языке. Часто встречаются национальные аксессуары. Все это создает особую атмосферу и настроение. Китайских сладостей мы едим немного. Вот это, кстати, сезамовые вафли с рисом. Но в основном в них, так же как и в других сладостях, достаточно много сахара, которого мы стараемся избегать в нашей диете. Поэтому мы буквально попробовали разные виды их и на постоянной основе не употребляем. Очень много засахаренных всяких у них семян, лотоса и других продается. Ну, конечно, гора всяких конфет, и трубочек, и батончиков. Все равно там сахар зашкаливает, мы такое не едим. Мы познакомились тут с джекфруктом. Потрясающе вкусный фрукт. Это, в принципе, это дерево, в котором такие цветочки встроенные. Очень сладкие, похоже на пирожное с какими-нибудь сливками. Очень сочное, просто прекрасное. У нас понравилось всем. Это рамбутан, тоже достаточно вкусный фрукт, немножко, может быть, уступает джекфрукту, но очень сладкий и очень нежная консистенция. Азиатская золотая груша, что-то среднее между сочным яблоком и сочной айвой, очень тоже нежная, мякоть классная. Помело и драгонфрукт стали нам тут более доступными, но мы не особо от них в восторге, поэтому берем их редко. Справа бананы, которые особенно крупные, это бананы для жарки. Если их поджарить кружочками и потом пересыпать чем-нибудь сладким или с медом, допустим, они очень напоминают жареные оладушки. Вот дуриан мы никак не попробуем, но планируем. Много о нем наслышаны, но никак не дадут руки, чтобы его попробовать. Никак не решимся. Конечно, много и привычных для нас фруктов и овощей тут продается. Большое разнообразие цитрусовых. Разные виды маленьких сладких тыков. Здесь я впервые увидела и смогла попробовать корень фенхеля. В Крыму мы могли купить только семена фенхеля. Также здесь продается несколько видов манго. Единственный их минус, что они быстро портятся, поэтому не возьмешь сразу ящичек, нужно брать буквально несколько штучек, чтобы их съесть. Это очень вкусный фрукт, у нас его любят все. Это звездное яблоко, тут тоже это для нас новый фрукт. Внутренность у него похожа на плотное желе и по вкусу напоминает хурму. Это еще одна разновидность драгонфрукта, желтый драгонфрукт. Это тоже фрукт, ланган, напоминает чем-то наш виноград. Но наш виноград слаще. Тут я стала постоянно брать листья алоэ вера настоящего, в основном для оздоравливающих масок. А также много разной зелени. Что удивительно, здесь очень мало и очень дорогой укроп. Всего остального много и много новой зелени, которую мы раньше не пробовали. Часто покупаем спаржу, очень вкусная, очень белковая такая штука, очень сытная, нам нравится. А это очищенный корень таро. Мы не сразу поняли, как его есть, и сначала попробовали сырым, что было, конечно, очень невкусно, но когда мы его немножко поджарили, очень быстро он приготовился, очень сильно напоминает нашу жареную картошку. Большое количество разных тофу продается в этих магазинах, и очень мягкие, прямо совсем желейные и твердые, и всевозможные из них, вермишель, котлеты, сосиски и так далее. Конечно же, в азиатских магазинах продается и живая рыба, и не только рыба, но и крабы, раки, и даже какие-то угри жуткого вида. Не представляю, как это можно положить в себе тарелку, когда ты видел, как это плавало и изгибалось перед тем, как ты его купил. Масло кхи – это очищенное топленое масло. Мы иногда берем, но в основном стараемся делать сами. Также именно в азиатских магазинах можно найти больший ассортимент круп. Как правило, в большинстве традиционных магазинов в Америке вы найдете только овсянку и рис, еще киноа. А так какие-то наши привычные крупы, такие как пшено, кукурузная, гречка, пшеничная и так далее, практически нигде вы не найдете перловку. Все это большой дефицит. Такую еду американцы не едят, и для них это новинка. А вот в азиатских магазинах можно купить, но опять же гречки там нету. А вот рисом в азиатских магазинах вы найдете множество разных сортов. Это они любят.
Также большое разнообразие бобовых, много видов и сортов чечевицы разных цветов. Мы попробовали, в принципе, они все похожи друг на друга. Что-то просто дольше варится, что-то быстрее, но по вкусу сильно не отличаются. В Крыму у нас было два вида чечевицы, зеленая и красная, а здесь тут целый прилавок. Также много новых интересных консерв мы увидели. Тут вы найдете консервы со всякими корешками, ягодами, фруктами, овощами, цветами, семенами. Очень много консервированного чеснока и лука, разных сортов, лимон. Но мы предпочитаем это есть свежим, поэтому у нас рука не поднимается купить это замаринованное. Мне очень нравится отдел специй в таких магазинах. Очень много разных травок сушеных, очень много разных семян. Что удивительно, что сушеный укроп можно купить только здесь. В обычных больших магазинах, супермаркетах я не могу найти сушеный укроп. Вообще укропа здесь мало. Укроп свежий купить можно только, наверное, в таких вот азиатских магазинах. И сушеный тоже. И что еще интересно, что, как правило, их сушеная зелень, она яркого зеленого цвета. И достаточно хорошо сохраняет свои вкусовые качества. Также в таких магазинах всегда есть какой-нибудь небольшой посудный отдел, где можно выбрать что-нибудь колоритное из азиатской посуды для себя. Также здесь всегда можно найти огромное разнообразие грибов, сушеных и свежих. Целый ряд грибов различных видов, размеров и так далее. На любой вкус можно найти. Мы чаще берем свежие грибочки, вот такие маленькие и большие. Нам очень нравятся, достаточно вкусные. Это, кстати, сушеная рыба. Мы сразу даже не разобрались. Очень большой ассортимент всевозможных чаев со всевозможными добавками и без сортов, видов, размеров. Можно найти на любой вкус. Много непривычного для нас варенья из манго, папайи, бананов, лимона, ананаса, кусочков кокоса. Что-то мы пробовали, но сильно мы не увлекаемся такими вещами, опять же, из-за сахара. Особая любовь у нас к морским чипсам. Всем очень нравится. Это такие листики разных морских водорослей, которые высушены. Какие-то идут со специями, какие-то идут в натуральном вкусе. Продается и такая морская капуста с готовой смесью овощей. Много новых сухофруктов мы попробовали, но предпочитаем больше есть свежих фруктов. Вот это сушеная сладкая картошка, батат, особый сорт батата. Продается тут и сахарный тростник, такие огромные палки. Не знаем, как ее использовать, поэтому еще не пробовали. А это маринованные соевые бобы. Мы их пробовали, они достаточно острые, подходят для ситуации, когда нужно что-то быстро приготовить. Это какие-то соленые маринованные бобы. А также маринованный чеснок, лук. То, что я и говорила, они очень любят мариновать такие овощи. Какие-то бобы, дайкон вот со специями, он и на дайкон не похож. А это кусочки корня лотоса. Мы тоже не сразу разобрались, как их есть. Сырые они невкусные, но если их немножко притушить, они становятся мягкие, достаточно неплохие, но без яркого вкуса. Это продукт, который мы точно не пробовали и точно мы не хотим его никогда пробовать. Это такие вот протухшие утиные яйца. Не знаю, это что-то непонятное для нашего человека, но очень любят их азиаты. Они у них раскупаются просто упаковками. Кто из наших друзей или родных это пытался пробовать или просто даже обонять, это невозможно, просто даже попробовать, оно ужасно воняет. Навряд ли мы решимся когда-нибудь это попробовать, почему-то здесь это очень популярно. Что еще радует в таких магазинах, так это большое разнообразие растительных масел. В обычных магазинах здесь продается в основном кукурузное, оливковое масло, масло авокадо. Остальные масла считаются более редкими, и их в основном можно купить только вот в каких-то специализированных магазинах, типа такого, как вот этот азиатский. Много разных вкусовых добавок, типа ванили жидкой, розы и всяких других интересных вкусов, запахов, там, с яблоком и так далее, пищевых. Также тут можно купить сухие травы, сухие цветки в основном. Бессмертник, ромашку, хризантему, розу, жасмин и много-много разных других цветочков, которых мы даже не знаем. Сухой лотос, сухой подсолнечник. Это все в основном используется для чаев, либо каких-то специальных сборов травяных. Еще хочется сказать пару слов о выпечке в таких магазинах. Что интересно, что если это сладкая выпечка, она, как правило, достаточно сильно сладкая. А если это соленая выпечка, то она, как правило, идет обязательно со сладостью.
Я не знаю точно, что они добавляют, но соленая булка с луком обязательно будет с чем-то сладким. Вот мы уже подошли к кассе и к концу нашего рассказа. К вышеперечисленным новым продуктам можно еще добавить разнообразное вегетарианское молоко, которое тут продается в широком ассортименте. Соевое, миндальное, кешью, овсяное и конопляное молоко появляется в нашем питании несколько раз в неделю. В следующем видео смотрите, как наши дети пробуют разные новые для них продукты и как они им понравились. А может и нет?